Всем привет, мои дорогие подписчики. У микрофона, как всегда, Александр. И сегодня мы обсудим интересную тему. Итак, у нас вышел MacBook Pro. Совершенно тихо, спокойно, без всякого шума. И в Австрии он будет доступен 22.10. То есть, получается, у нас сейчас 16. Так, где у меня календарь? Вот он. И он у нас будет в среду, получается, вот. Итак, это MacBook Pro обновленный с M5 процессором, который вышел буквально вчера. Итак, давайте мы сейчас посмотрим, что же это за ноутбук такой. Вот я сейчас нахожусь на apple.com Австрия. Давайте нажмем Weitere Infos. Ну, вообще красота, смотрите, ребят. В буква латинская, ну супер. Итак, смотрите, значит, у нас цены стартуют, получается, от 1799 евро. Давайте мы сейчас сразу нажмем сюда. Основное отличие этого ноутбука в том, что он просто поставляется с более мощным процессором, с M5. Вот вы сейчас видите у себя на экране. Вот мы можем M5 выбрать и старые еще версии, которые не обновленные, 16-дюймовые. Соответственно, которые работают на M4 процессоре. Но нас сегодня интересует вот это вот M5. Итак, почему я записываю это видео? А все очень просто, ребят. Вот здесь можно выбрать, получается, конфигурацию. И что мы здесь видим? А здесь мы видим то, что у нас нет зарядного устройства в комплекте. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Браво, Apple, подумал я сначала. Но здесь есть особый трюк. Смотрите, ребят, если мы нажимаем на «Выбрать», вот у нас цена 1799. Я сначала подумал, ребят, и думаю, как так, Apple, зачем вы убрали зарядное устройство? Посмотрите, вот оно. Вот Lieferumfang, это означает, что идет в комплекте по-немецки. Просто USB-C кабель 2 метра и сам ноутбук на 14 дюймов. Где зарядное устройство? Как такое может быть вообще? Зачем это сделали? Я, ребят, сначала был в недоумении и, честно говоря, был просто в ярости. Просто думаю, да как так-то? Это же вообще бред какой-то полный. А оказывается, Apple продумала этот момент, таких вот клиентов, как я. И смотрите, как это работает. Давайте я сейчас это окно вот так вот вправо сделаю, и я тут открыл для вас специальное новое окно. Так, сейчас. Смотрите, получается, это у нас... Так, сейчас я мышкой тут покажу. Увеличу вот здесь вот это. Ну, вот видно, да. Это скриншот, сделанный годом ранее, и когда ноутбуки на Apple M4 вышли совсем прям новые были, у нас вот здесь вот пишется, вот оно. Вот он. Адаптер на 70 Вт. Но, ребята, смотрите. Стартовая цена была 1899 евро. А сейчас у нас в 2025 году новее процессор, и цена снизилась на 100 евро, 1799. Если мне не изменяет мои математические способности, давайте мы сейчас еще раз перепроверим на калькуляторе. 1899 минус 1799 равно ровно 100 евро. То есть Apple позаботилась у нас о клиентах. Да что ты, черт побери, такое несешь? И сделала специальную скидку. Я прям, ребята, когда об этом узнал, я вздохнул с облегчением, потому что, если бы Apple продавала бы по старой цене без зарядного устройства 70 Вт в комплекте, это было бы, конечно, вообще перебором абсолютно. То есть это было бы крохоборство капитальное. Но так как у нас есть скидка в 100 евро, мы с вами можем приобрести данный ноутбук в любой стране. Например, в стране, где другие адаптеры питания. Это Англия, это Америка,
Это Япония, Индия и все вот такие страны, которые еще там существуют, у которых разные блоки питания. Это очень разумно на самом деле. Я не верю сам, что я это говорю, но на самом деле я сейчас подумал, посидел вот все это время и понял, что, блин, это же классная идея. Сделать скидку, и вы можете купить собственный зарядный блок в вашей стране. Goddamn right. Ну ты видел? Видел? Это очень круто. Ну, давайте мы сейчас перейдем на сайт еще так вот. То есть здесь вот можно посмотреть, что также 16 гигабайт у нас оперативной памяти и 512 SSD. То есть это базовая конфигурация обычного MacBook на 14 дюймов версии Pro. Вот. Теперь давайте мы сейчас откроем новую вкладку. Зайдем в Mac вот таким образом. Вот видите, здесь можно видеть MacBook Air и MacBook Pro новый. Ну, что новинка. Но нас интересует зарядное устройство. Мы нажимаем сюда вот на Zubehör по-немецки. Так, вот у нас кабели всякие разные. Давайте спустимся вниз. И вот нам нужен зарядный адаптер. Вот, выбираем адаптер. Выставляем наш MacBook Pro. Вот он M5 14 дюймов. И смотрите, ребят, эта задумка просто гениальная. Представляете? На первый взгляд вы думаете, блин, да как же так? Почему же Apple не вложила это зарядное устройство? Ну, блин, это же плохо, это же крохоборство. Что они там совсем с ума посходили? Нет, ребят, это на самом деле очень круто. Смотрите, вы можете себе позволить купить даже не на 70 ватт, вот он 70, который шел раньше, годом ранее, за 65 евро, а даже на 96 ватт, и у вас еще останутся деньги. То есть вы можете даже чуть-чуть еще 19 евро накинуть и купить самый максимальный 140-ваттный адаптер от Apple, оригинальный, самой последней модели. То есть, ну, я считаю, это просто круто. Вот реально. Ну, давайте мы сейчас смоделируем ситуацию. Например, мы с вами купили новый ноутбук, и нам нужен зарядник, естественно. То есть, так, давайте мы сейчас так вот кликнем сюда. Прямо сейчас сделаем, добавим вот так вот в корзину. И где у нас там был наш MacBook? Вот он, 1799. Добавить. Смотрим, что у нас получилось. Так, нажимаем сюда. Итоговая цена у нас получилась 1864 евро. Теперь мы возвращаемся к цене, которая у нас была изначально в прошлом году с зарядным устройством на 70 ватт. И мы получаем 1899 евро. Сейчас я посчитаю еще. То есть получается 1899 минус 1864 равно. Таким образом, если мы все это вместе посчитаем и посмотрим, у нас остается еще 35 евро, которые мы можем сэкономить, покупая ноутбук на официальном сайте Apple. И еще бывает так, что, например, на сайте Amazon у нас ноутбуки Apple еще дешевле, чем на официальной странице Apple. То есть вы можете купить и зарядное устройство на Амазоне. Кстати, давайте мы сейчас и посмотрим, сколько оно будет стоить. Давайте мы сейчас откроем Amazon и введем, например, Apple 70 Вт USB-C Power адаптер. Вот. То есть, смотрите, если вы проживаете в Евросоюзе или там в стране, где существует Amazon, вы можете заказать блок на 140 Вт, который дешевле 95-78 стоит. Ну, там плюс доставка, там 2 евро или сколько-то там будет. Ну, примерно пусть 100 будет евро. Пожалуйста, ребят, вот вам эти 100 евро, и вы будете пользоваться самым мощным блоком питания, самым новым, и самое главное, что это официальный блок питания, который сертифицирован для вашего устройства. То есть я считаю, что это гениальная просто идея. Замечательно. Поразительно. Гениально. Просто я понял именно концепцию, почему Apple решила убрать зарядные блоки именно вот из поставки ноутбуков, айпэдов и айфонов. Поэтому вот, пожалуйста. То есть такой подход мне очень нравится. Apple дала нам скидку, сказала, что вот, пожалуйста, выбирайте вам любой блок питания, и все.
и пользуйтесь устройством как хотите. То есть это круто. Вот. Поэтому те, кто будут возмущаться, что почему Apple не вложила зарядное устройство, пожалуйста, посмотрите это видео, и вы сразу все поймете, зачем это было сделано. Все, ребят, буду заканчивать. Пишите обязательно ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Спасибо всем за просмотр, и увидимся в новых видео. Пока.